Сегодня особенный рецепт, который предложит вам по-новому взглянуть на блины. Закусочный торт с грибным жульеном. Возьмите глубокую миску и разбейте туда яйца. Добавляю соль, она подчеркнет вкус теста, делая его более насыщенным. Сахар. Молоко. У меня 2,5% жирности. Добавляйте постепенно, перемешивая. Для блинов с дырочками добавлю соду. Чтобы ее активировать и избежать послевкусия, погашу ее уксусом прямо перед тем, как добавлять в тесто. Частями добавляю просеянную муку. Вам может понадобиться немного больше или немного меньше муки. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Дальше я добавляю постепенно воду. Температура чуть горячее, чем привычно, примерно 40 градусов Цельсия. Теперь регулируйте консистенцию блинного теста. Блинчики могут быть тоньше или толще, тесто реже или гуще. Растительное масло. После того, как все хорошо перемешано, наступает время для небольшого отдыха теста, минут 10-15. Как всегда, для первого блина наливаю немного растительного масла на разогретую сковороду. Блины мгновенно покрываются пузырьками. Очень легко переворачиваются. Процесс жарки проходит легко и быстро. Готовые блины отставляю в сторону. Если впереди вас ждет застолье, то можно блинчики нажарить заранее. Каждый блин смазываю немного сливочным маслом. Приготовлю начинку. Свежие грибы, у меня шампиньоны. Этот сорт более выражен грибным ароматом. В целом усилить вкус можно специями или травами. 4-5 грибов отдельно нарезаю пластинами. Это будет украшением. Мелкая нарезка будет давать более однородную структуру, и торт будет иметь красивый срез, как в холодном, так и в теплом виде. Репчатый лук также нарезаю как можно мельче. Первым делом на сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваю грибы для украшения с двух сторон. Дальше обжариваю репчатый лук несколько минут до прозрачности и добавляю грибы. Сразу соль. Она ускорит процесс приготовления. Грибы начнут отдавать влагу, что нам и нужно. При этом огонь средний или выше среднего. Не забывайте помешивать, потому что все будет быстро. Когда почти вся влага испарится, уменьшаю огонь до среднего и добавляю сметану. Специи для овощей и грибов. Черный молотый перец. Мешаю на огне буквально 2 минуты. И отставляю. Дно формы для запекания смазываю сливочным маслом. Блинчик. Начинка. Распределяю все хорошо, равномерно по всему блинчику. Из этого количества я взяла 10 блинов. Лучше сразу разделить начинку на 9 частей, так удобнее. Часть натертого сыра также равномерно распределяю. Блинчик. Грибы с луком. Сыр. Подписывайтесь на канал. Здесь много рецептов и на праздники, и на каждый день. Нажимайте колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые видео. Верхний блинчик посыпаю сыром и выкладываю грибы для украшения. Запекаю в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Учитывайте особенности вашей духовки.
Очень вкусный и праздничный рыбный пирог. Хачапури с секретом в виде сырных бортиков. Как красиво украсить фрукты на праздничный стол. Эти рецепты уже ждут вас в заставках к этому видео. Очень красиво смотрится на столе среди других блюд этот закусочный пирог. Тонкие блинчики и много начинки. И в горячем, и в холодном виде этот рецепт порадует вас. Пишите свои впечатления в комментариях. Делитесь своими вариантами рецептов на эту тему. Благодарю вас за просмотр. Приятного аппетита!